Приветствую всех на канале Геймеры из провинции. Это второе видео из моего цикла по моей коллекции игр для PlayStation 3. В этом видео я покажу вам еще 5 игр, которые выходили, и расскажу немножко о них и покажу геймплей. Моя коллекция состоит только из тех игр, в которые я сам хочу играть и собираюсь играть, или в которые либо я играл ранее. Итак, начнем. Первая игра, которая будет освещена в этом ролике, это Sega Rally. Sega Rally выходила тоже довольно-таки быстро после релиза игры, 2007 год. Как видите, у меня издание немецкое. Издание немецкое. Очень долго искал в вменяемой цене, но нашел только немецкое издание. Как видите, обложка двойная. Посмотрим мануал. Мануал, как водится, черно-белый. Полностью на немецком языке. Несколько слов по игре. Геймплей будет вставлен. Игра сама по себе очень красочная и интересная, но это не симулятор ралли, которым является, допустим, Колин Макрей или Ричардс Бернс ралли. Это более такое аркадные гонки, но довольно-таки красивые. Даже в свое время они выходили на игровых автоматах, но, к сожалению, у нас автоматы эти не поставлялись. Мы смотрим геймплей и оцениваем по достоинству. Следующая игра, которая выходила на PlayStation, это MotorStorm Pacific Rift. У меня, как видите, издание Essential. К сожалению, первопресс я так и не нашел. Но этот Essential с мануалом. Здесь рекламки, дезодоранта и мануал. Мануал довольно толстый, но черно-белый. В игре присутствует русский язык. Значит, что по игре? По мнению многих людей, Pacific Rift, вторая часть, является самой лучшей в линейке MotorStorm, так как здесь очень живописные трассы, которые проходят по островам, по природе, и максимальное количество автомобилей, которые здесь добавлены. В общем, геймплей будет показан. Кто-то может сказать, что игра очень похожа на первую часть, но это не так. Она стала более большой, более комплексной, от этого более интересной. Следующая игра, которая есть в моей коллекции, это X-Men Wolverine. Игра также выходила на всех платформах, включая Xbox 360 и компьютер. И я лично проходил игру на компьютере. Так, мануал.
Нол черно-белый. Издание европейское. Насколько мне известно, здесь должен быть перевод на русский язык. Значит, что по игре? Игра выполнена в стиле 3D-экшена от третьего лица, битэмап с драками. Соответственно, в какой-то степени похожа на трилогию Бэтмена Arkham Asylum. В свое время, когда она только вышла, мне очень понравилась сама игра по своей стилистике, по своей боевке. Сама по себе она, по моему мнению лично и по мнению других людей, она не настолько плоха, как может показаться. То есть она достойна прохождения и достойна вашего внимания. Следующая игра в моей коллекции, которая выходила на PlayStation 3, это небезызвестная, всемирно известная Grand Theft Auto 4, Великий автоугонщик 4. Минусом этого издания, точнее минусом издания игры на PlayStation является то, что она не переведена на русский, даже субтитры. В комплекте у нас входит мануал, путеводитель. В этом случае он выполнен в цвете. Какая красота здесь. Здесь перечислены все заведения, в которые можно посетить или зайти в самой игре. Перечислены радио с радиостанцией и музыкой, которая играет в игре. Так, где же наш? Вот, Владивосток. Да, известные песни в то время на дату выхода. Такой мануал и карта островов. Карта огромная. А это метро. На этой стороне метро. Также здесь видно управление. Вот и полностью вся карта. С обозначениями, где что находится. Прям как в игре. И непосредственно с достопримечательностями, которые можно посетить. Районы Либерти-Сити. Значит, что по игре? Игра, на мой взгляд, шикарная. На свое время, когда она выходила. Это просто отлично. Что-то с чем-то невообразимое. Особенно мне доставляло удовольствие это вождение автомобилей. Чувствовалась масса, чувствовалась
инерция у автомобиля. То есть физика автомобилей была, на мой взгляд, самая реальная. Лучше, она даже больше мне нравилась, чем в каких-то симуляторах, которые выходили в то время. Может быть, даже лучше, чем физика автомобилей в шифте Need for Speed. Также, так как это Rockstar, фирменный юмор, никакой политкорректности, никакой повестки. Весь тот Rockstar, который мы любим и знаем по предыдущим частям, это GTA 4. Крайняя игра в нашем видео сегодня это Midnight Club Лос-Анджелес. Игра. Опять же, немецкое издание. Русского перевода и субтитров здесь нет. Игра полностью на английском или немецком. Значит, как из GTA 4 в комплекте карта и мануал. Давайте посмотрим сначала мануал. Мануал также цветной. Скриншот красивый. Так, окей. Так, мануал и карта. Если мне память не изменяет, карта здесь намного меньше, чем в GTA 4, но не менее красочная. Так. Вот такая красота. Также есть обозначение. На обратной стороне представлены автомобили, какие есть в игре. Маскл-кары, экзотические. Значит, в игре представлены лицензионные автомобили и мотоциклы. Вымысла тут нет никакого. Физика игры, физика у автомобилей такая же, как и в GTA 4. От этого управлять ими, как и в GTA 4, одно удовольствие. Это издание Первопресс. Выходило еще дополнение Complete Edition, но, к сожалению, я его найти не могу. В Complete Edition, если мне не изменяет память, добавлен небольшой остров и несколько автомобилей. Геймплей вы видите на экране. Я думаю, вам понравится. К сожалению, Midnight Club выходил только на PlayStation 3 и Xbox 360, именно вот это Лос-Анджелес. Но были первая, вторая, третья часть, которые выходили на второй PlayStation, на PSP. На компьютере, к сожалению, эти игры не выходили. В сегодняшней распаковке, как ни странно, у нас больше гонок, чем каких-то экшенов. Всех благодарю за просмотр. Желаю здоровья всем. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. В описании к каналу есть ссылка на YouTube канал. Если хотите смотреть в нормальном качестве, в хорошем качестве, переходите по ссылке на YouTube канал, подписывайтесь, смотрите. Жду обратной связи. До встречи в следующем видео.